Здравия. Самая важная часть компьютера — это блок питания. Из-за недостаточной системы фильтрации могут проскакивать кратковременные высоковольтные скачки, например, при включении или выключении холодильника у соседа. Плюс импульсные блоки питания очень сильно засоряют сеть. А как результат могут по кругу дохнуть те же жесткие или SSD-диски. Встречал случай, что у человека до смены блока питания, далее БП, просто по кругу летели крутящиеся HDD, а потом прекратилось. Но одно дело холодильники и пылесосы, или любое другое мощное оборудование, или даже старый телевизор, а другое помехи в сетях. У нас есть юридически нескрываемый факт оккупации СССР. Как следствие, сегодня даже крупные объекты типа ГЭС находятся в частных иностранных руках. Это легко прослеживается по выпискам из налоговой. Естественно, забугрянный барин выжимает все соки из советского оборудования. Пример тому авария на Саяно-Шушенской ГЭС, когда узлы турбины от усталости вышли из строя. Дальше идем к распределительным подстанциям и непосредственно к трансформаторным будкам во дворах. Везде старое оборудование. Они, конечно, вынуждены поддерживать там жизнь, но не так, чтобы тупо все заменить на новое. Бывали случаи, когда домами оборудование у всех сгорало из-за прострела в сетях. Меня в детстве затащили на радиокружок однокашники. Помню, сопротивлялся и не хотел. Оказалось, что очень полезные знания. Лучше бы им в школе обучали всех. Как следствие, делаю все ремонт электрики по дому и весьма разбираюсь в схемотехнике. И в принципе могу разжевать полностью, как устроен блок питания. Подбираю их по картинкам внутренностей. Но тут тот случай, когда вес — это надежность. Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. Можно тупо выбрать по весу блок. Дешевый будет мало весить, и внутри мы найдем кучу пустого места. И даже нарисованные места под компоненты, которых тут нет. Это как раз разные там дроссели и связанные с фильтрацией и защитой элементы. А в более дорогих блоках мы уже видим дроссели и отсутствие пустого места, что и создает дополнительный вес. Схемотехника обычно везде примерно одинаковая. Идет выпрямление переменного тока из розетки. Далее, как первичный фильтр, ставится конденсатор на входе. Он также является накопителем энергии и может при кратковременной просадке сети удержать какое-то время питания. Чем больше он, тем лучше. А еще лучше, когда их 2 или 3 в параллели стоит. Это улучшает сглаживание питания. Дальше идет система фильтрации, а дальше уже преобразование на 12, 5 и 3 вольт. Этим занимаются трансформаторы, обычно по 2 ставят. Маленький отвечает за дежурное питание. На картинке их 3 штуки. Это значит, что третий отдельно преобразует, скорее всего, 12-вольтовую линию, а крупный на 5 и 3 вольта. Но тут от схемотехники зависит. Может быть по-разному на разные узлы. Далее смотрю на конденсаторы и их количество по линиям питания. Вот эти коричневые узнал, марку не помню, они очень качественные. Марок этих очень много, как и подделок под них, это отдельная беда. У дешевого будет чуть ли не по одному конденсатору на линию, с непонятными надписями в названии. И выглядят такие конденсаторы обычно стрёмно. И выходят из строя гораздо раньше. Не считая того, что они также являются выходными фильтрами, по сути у кондёров также свои характеристики, влияющие на результат. Об этом можно долго рассказывать, но ролик не об этом. Ну а последнее, на что можно смотреть, это отсоединяемые провода. Они удобны, а разницы никакой нет от копны проводов. Но с учетом нового входа на видеокартах NVIDIA, лучше, чтобы был отдельный вывод. Он все-таки инженерами рассчитывается. Сейчас многие через переходник с других разъемов сидят. Это может быть и приводит к сгоранию штекеров. Но это так, догадка. Требуется этот момент исследовать их инженерам. Как итог, сильно советую брать самые дорогие блоки питания Platinum серии. В них куча защит на все случаи жизни, качественная фильтрация и конденсаторы, плюс высокий КПД, экономящий расход электричества. Запас по мощности лучше брать двойной, ну и плюс 20% хватит, а для игровых лучше больше, учитывая способность видеокарт вылетать за пределы заявленных характеристик по питанию. Вентилятор чем больше, тем тише. На дорогих моделях с запасом по мощности он обычно вообще не вращается. За последние несколько лет могу вспомнить раза 3, когда блок питания уходил в защиту. Причем один раз с хлопком.
Самовосстанавливающийся предохранитель нагрелся. Пришлось подождать минут 15, пока он остыл и вновь начал пропускать ток. Так что БП спас мой комп уже несколько раз. Пишите в телегу или бусти. За 300 билетов в Банк России окажу консультацию и подберу, что есть в продаже, чтобы собрать суперкомпьютер. А за 777 рупий уже буду платить больше, что прям найти идеальный вариант за указанную сумму. За 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс как систему устанавливать. Всем добра, здоровья, процветания и денег.